Любовь нечаянно нагрянет. Ох, что будет дальше. Давайте-ка посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Устраивайтесь поудобнее. Конечно же, не забывайте ставить лайки, делиться видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. В общем, работы у вас полно. Ну и, конечно же, кто досмотрит видео до конца, получит приятный бонус. Погнали смотреть вашу сигнификацию. Кто хочет записаться на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Ох, какой вы товарищ-искуситель! А вы в курсе, ребят, что у вас потрясающая, мощная, сильная и сексуальная энергетика? Вот напишите, кто из вас знает. Может быть, вы видели по реакции женщин, да, либо же отзывы были такие. У вас потрясающая, мощная энергетика. Плюс нам снова показывают карты, что среди вас есть маги, среди вас есть целители, то есть разные такие магические, эзотерические способности. Вы человек, который, может быть, даже были на грани жизни и смерти. Это была, может быть, у кого-то проиграется в прямом смысле слова, ну, либо же клиническая смерть, может быть, ну, типа авария, да, ну, разные случаи, что вы, то есть, одной ногой уже стояли. У кого-то может проиграться ситуация, что вы в переносном смысле были на краю пропасти. Почему? Из-за женщины. Конечно же, женщину, которую вы любили, которая в переносном смысле, да, просто вас добила, да, добила своим поступком. Мы не будем сейчас бередить раны, да, но у каждого это свои раны, поэтому просто вскользь скажу. Вы человек, в общем-то, который... Да, вы любите деньги, а кто же их не любит, да? Но я не скажу, что у вас прям сильно большой достаток. Да, вы стремитесь заработать, вы стараетесь по мере возможности. И, как правило, вы это делаете для кого-то. Про себя вы в большей части забываете. Правда, ребят? Вот давайте сделаем снова опрос. Когда-то я уже делала, но поскольку у нас и новые подписчики, гости канала. Гости канала, не забывайте подписываться, а то буду ставить в угол, если кто не будет. Мне не баловаться, пацаны. Смотрите, вы всегда, ну как говорят, да, забивали на себя. Не очень я люблю это слово, да, но живете по большей части для кого-то. Для детей, для внуков, там, для родителей, для женщин. Ну, то есть для всех кого угодно, но только не для себя в первую очередь. Уже 150 раз, миллион раз говорила, да, в своих видео, что на первом месте вы должны быть у себя. Это касается и женщин, это вообще всех людей касается. Вы должны никогда не забывать о себе, о своих желаниях, хотелках. А вот этого я точно не могу сказать. Вот вы как раз про себя забывали. Все, что лучше детям, все, что лучше любимой женщине. А потом, почему любимые женщины, да, становятся избалованными. Я сейчас вот никого не критикую, да, я просто вот описываю ситуацию и пытаюсь предотвратить ваши дальнейшие ошибки с другими женщинами. Понимаете? У многих из вас реально заниженная самооценка. И вы это понимаете. Вы это понимаете, возможно, даже женщины высказывали свои какие-то какие-то не очень хорошие слова в ваш адрес, вот именно когда там, может быть, вы разводились, либо же какие-то грандиозные конфликты были, они могли вам вот это все и выливать, все вот это да, которое у них внутри, они вам высказывали. Может быть, вы не до конца верили, но они реально вот считали, что из вас можно ведь веревки. Они не думали о том, что вы добряк, да, потому что вы любите, что вы добрый, да, что вы отзывчивый, человечный и так далее. Они об этом не думали. Они вот считали, что ну, вы то ли слабый, да, что из вас можно ведь веревки. Но когда вы кто-то топнул ножкой, кто-то стукнул кулаком, кто-то хлопнул дверью, да, кто-то из вас –
Вот тогда они поняли, что далеко не слабак перед ними стоит. Правда, ребят? Напишите, вот все пишите, у кого такая ситуация проигрывается. Да, вот говорили вам женщины. Если не говорили, тоже пишите. Ребят, вы знаете, что чем больше комментариев, тем лучше и для продвижения канала, и мне, конечно же, приятно. Говорили вам женщины какие-то гадости, да, которые вас очень сильно обижали, да, которые, может быть, вас, ну, реально, вот как эта десятка мечей, да, просто добивали, потому что словом можно добить человека. Вы человек, который, в общем-то, любит комфорт, но у вас это не пунктик. Вот деньги, блага, да, вы их любите, их все любят, да, потому что деньги это удобно, деньги это свобода, это независимость, но у вас это не пунктик, это у ваших женщин был пунктик. И у кого-то из вас даже не одна такая женщина по жизни попадалась. Ну, повезло вам, да, вы так джекпот сорвали, что, может быть, 2-3 такие женщины были в вашей жизни. Можете, кстати, отозваться, у кого такой джекпот в кавычках попался. После того, как вам нанесли душевные раны, вы стали не таким доверчивым. То есть вы теперь настолько осторожно сходитесь с людьми, с женщинами тем более. Может быть, даже какие-то проверочки устраиваете, особенно на корыстность, на верность. Я не удивлюсь, если кто-то среди вас могут, допустим, там друга попросить, да, как-то вот, ну, какую-то ситуацию создать, ну, типа там друг познакомиться подойдет, да, и поведется ли она. Ну, можете даже такое чудить, напишите, кто такое делал. Кстати, напишите, кто какие проверки делал. Мне вот вообще интересно, если кто делал. Ну, я думаю, до детектора лжи не доходило, конечно, это уже перебор. Но здесь есть такая, ну, патологическая недоверчивость, наверное. У кого-то из вас проиграется, что вот когда вам было хреновенько, да, вот когда вам было, ну уж совсем не вмоготу, могли тоже либо с рюмочкой чая обниматься, вот были какие-то искушения. Кто-то из вас, может быть, даже, ну, начал дыметь, да, вы понимаете, да, про волшебную палочку я говорю, ну, в эфире я не буду это называть, как бы, чтобы не нарушать никаких правил. То есть кто-то дыметь начал, кто-то с рюмочкой, может быть, начал обниматься именно, ну, от горя, да, от горя, от того, что вам плохо. Это трындец. Вот, знаете, мне идет такая дикая боль, такую дикую боль вы испытали, что я даже не знаю, я не могу описать словами. Эта боль вам помогла трансформироваться, вы выросли, вы много чего поняли после этой боли. Вот после пережившей вас вашими женщинами. Вы даже стали, может быть, кто-то из вас, вот только после вот этой вот боли, вы стали немножко обращать внимание на свои хотелки. Напишите, кто из вас стал обращать наконец-то и любить себя. Потому что если вы не будете, ребят, себя любить, вас не будет любить никто. И это факт. Это касается и женщин, да. То есть вы должны быть у себя на первом месте. Я не говорю, что относиться плохо к кому-то. Но я у себя один любимый. Это должен быть ваш девиз. А потом уже все остальные. Можете поспорить, если кто-то хочет. Вы любите красивых женщин, вы любите ухоженных женщин, вы любите фигуристых женщин, страстных. Но у вас на первом месте, вот после вашей такой внутренней трансформации, все-таки не внешность, у вас человеческие качества будут на первом месте. Хотя, конечно, крокодила там и ходячего куска сала никому не нужно, правда? Хотя, опять же, вкусы у всех разные. Но для вас очень важно теперь душа, человеческие качества. Даже не то, насколько она умеет борщи варить, правда? Насколько она добрая, насколько она отзывчивая, насколько она человечная, женственная и так далее. Вот это вот те несколько китов, на которых будут стоять ваши отношения и ваш выбор женщин.
Поэтому, да, здесь такая ужасная такая боль. У кого-то она может, конечно же, до конца жизни все равно останутся. Это даже не воспоминания, это тот осадок, это те ощущения, это то недоверие. Все равно может быть очень даже длительный период. Ну, в принципе, это нормально, когда такую дикую боль переживаешь. Ну что, погнали, ребятушки. Какая же любовь к вам нагрянет. Боже, как все хотят любви, правда? Вот что бы вы мне ни говорили, даже те, кто на себе крест поставил, да все вы хотите любви. Вы просто боитесь обмануться, ребят. Вы боитесь наступить на те же грабли. И не рассказывайте мне, что вам нравится кому-то там девочек менять, кому-то хорошо в отшельниках. Вы просто уже привыкли, да? Вы привыкли, вы поставили крест на своей личной жизни. Это ваша такая внутренняя защита. А любви хотят все. Ну что, кто же там к вам нагрянет? Ух ты, туз кубков сразу, ребят. Ну, я вас поздравляю. В вашей жизни очень неожиданно появится новая женщина. Вот она просто ворвется даже в тот момент, когда реально вы ее не ждете. Ну, как в песне, да, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Ну, это как раз вот про эту женщину. Она может быть немножко моложе вас. Она будет, ну, такая стройняшечка, в общем-то, как вы любите. Тоже чувственная, такая сама наивность. Почему-то хочется назвать ее невинность. Но я не скажу, что она будет невинная, да, все-таки ей не 15 лет. Но какая-то в ней чистота. Вот вас будет манить чистота. Вы с ней будете общаться. Поначалу, я думаю, это будут такие, может быть, беседы, либо переписки ночи напролет, дни напролет. Это будет женщина, которая вас цепанет очень сильно именно своей простотой и чистотой. А вы будете, может быть, даже подсознательно сравнивать ее с другими женщинами, которых вы знали. Может быть, с бывшей кто-то будет сравнивать. И это будет, ну, как я не знаю, какая-то реально белая ворона, ну, в хорошем смысле слова, что таких женщин не бывает. Вы будете ее ужасно ревновать, вы будете как-то стараться поначалу, может быть, даже не знакомить ни с друзьями, ни с кем, чтобы, не дай бог, не увели, никто на нее глаз не положил. Она очень классная. Вот с ней будет комфортно. Вот именно гармония и комфорт – это то, что вы будете чувствовать, ну, с первого свидания, с первого знакомства, наверное. У вас куда-то может даже быть поездка, но это будет не сразу, да, а, ну, какое-то время вы повстречаетесь, поедете, опять же, вот как будто сбежите ото всех. Вот вдвоем, маленький мирок двоих, когда классно, хорошо. И знаете, вот она найдет, ну вы гляньте, снова выпадает семейная карта. Ребят, из расклада в расклад выпадает семейная карта. Поэтому вы мне тут не балуйтесь. Не балуйтесь. Все у вас будет хорошо. Она найдет настолько вот к вам подход даже у тех из вас, у кого может быть уже, ну, в связи с вашими такими жизненными перипетиями, и может быть характер стал более жесткий, да, и может быть вспыльчивый, нервный стал такой характер, да, характер нервничает, как говорят. Она найдет к вам такой подход, она будет, ну, как-то так по-мудрому поступать. Она очень мудро будет относиться, говорить что-то. Но вам даже не захочется ругаться, вернее, даже не будет повода с ней ругаться, к чему-то придираться. Настолько вот то ли это умная такая будет женщина, мудрая даже. Вот будете с ней, знаете, вы себя, может быть, даже мальчишкой 15-летним почувствуете, помимо того, что да, бурно, страстно, конечно же, мы туда не будем углубляться, Бобик будет доволен. Это я так коротко вам скажу. Но настолько вы будете удивлены. Кстати, вот почему-то мне сейчас идет такая информация, что вы можете даже ей сказать, что вот, дорогая, ты меня сделала более спокойным. Вот особенно те из вас, еще раз повторю, кто вспыльчивый, да,
Вот она будет так влиять, так будет тонко обходить все острые углы, да, ну какие-то могут быть недоразумения, но это, в общем-то, в любых отношениях, это ничего страшного. Какие-то спорные моменты. Но она это так тонко, так мудро будет делать, что ну просто вы будете, ну офигевать. Я просто не могу подобрать другое слово. Эта женщина станет вашим сумасшедшим мотиватором. Те из вас, которые даже уже поставили на себе жирный-жирный крест, да, уже ничего не верю, ничего не хочу, никакой любви, она вас мотивирует до такой степени, что вы будете творить, вытворять то, что не делали раньше. Во всех смыслах слова. И я сейчас не только про кекс вам говорю. Кто-то, может быть, пойдет еще на подработку, да, хотя вы никогда этим не занимались, да, вот вроде бы денежек хватало, но вам настолько захочется сделать ей приятно, заработать лишнюю копеечку, да, что-то сделать, купить, может быть, приятное. Вы настолько будете мотивированы, вы станете, даже те вот, кто, может быть, более спокойную, такую размеренную жизнь ведет, вы станете более активным. У вас просто вот вырастут крылья. Когда влюбленный человек, да, но здесь реально, здесь хочешь не хочешь, а крылья вырастут. Даже вы заметите, ребят, что какие-то болячки улетучились. Вот если сейчас, да, вот, ну, вы можете даже мне написать навскидку так. У кого-то в боку стрельнуло, у кого-то нога, у кого-то поясница, радикулит, еще что-то, да. А здесь вы забудете с этой женщиной вообще, где что у вас стреляло, потому что, ну реально, вот этот адреналин, вот эти эмоции, эти чувства, которые вам подарит эта женщина, это любовь даже, это любовь вас излечит. Вы сами будете удивляться, елки-палки, еще как недавно вроде бы у меня там болела спина, нога, там, либо еще что-то. Куда это все делось? Это все лечится чувствами, это все лечится любовью. Знаете, я вот смотрю на такой светлый позитивный расклад. Кстати, бобики будут оживать. Ох, как будут! Я так люблю вот этот вот туз жезлов. Кто не знает, он ассоциируется, ну, означает, да, как назвать, силу, мужскую такую силу, да, это такой тестостерон, который зашкаливает. То есть бобики, которые уже вроде бы подыхать собрались, они там совсем не подыхали, они всего лишь притворялись. Поэтому не выдумывайте, не накручивайте, бобики живы, бобики будут жить, любить, творить, чудить. И реально, ребят, любовь нечаянно нагрянет, когда вы ее совсем не будете ждать. Я искренне рада, если вы поскорее найдете такую женщину. И не забывайте, мне вас надо переженить и отдать в хорошие руки. Итак, кто у меня самый стойкий, досмотрел видео до конца? Совет карт вам. Ну, ребят, ну здесь даже не обсуждается. Здесь даже не обсуждается. Здесь, смотрите, то, что семейная карта и то, что любовь, это факт, да, вы даже, в принципе, сами видите это по картам, это не нужно даже озвучивать. Это будет ваш серьезный выбор, вот это ваша женщина, это будет ваш серьезный осознанный выбор. И главное, вот главный такой совет для тех, кто сейчас себя накручивает, кто вгоняет себя в негатив, плохие такие тяжелые мысли, что ничего не буду, ничего не хочу, ничего вообще, ну, короче, все черное, жизнь закончилась. Вот это особенно для вас будет совет. Напрасно не вгоняйте себя в такие мысли. Вот не вгоняйте. Я вот уже вам просто вот, ну, наглядно показываю. Не вгоняйте себя в такие мысли, потому что вот любовь, и семья и счастье у вас впереди. А вот эти вот надуманные мысли, энергии тяжелые, вы сами себя накручиваете, потому что судьба-то у вас будет совершенно другая. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!